Прошло 2 года с тех пор, когда гражданское общество Беларуси сорвало маску с лживого режима Лукашенко и столкнулось с беспрецедентной жестокостью и массовыми репрессиями колоссальных масштабов. Около 50 тысяч арестов и задержаний. На сегодняшний день политическими заключенными признан 1231 белорус. К сожалению, за это время не обошлось без человеческих жертв. И мы никогда не забудем имена героев, которые боролись за нашу с вами свободу. Мы просто не имеем права сдаться и перевернуть страницу. Да, это долгий и тяжелый путь к свободной Беларуси. Но мы верим и знаем, что справедливость восторжествует. И это не громкие фразы. Это то, чем мы живем и над чем работаем каждый день. Будем честны. Порой каждый ловит себя на мысли, что все слишком затянулось, а виновные так и не понесли наказание. Нам хочется ощутимых результатов, чтобы те, кто отдает и выполняет преступные приказы, ответили перед законом за совершенные преступления прямо сейчас. Команда Народного антикризисного управления работает над проектом, который позволит реально заводить уголовные дела за преступления против человечности и объявлять карателей в международный розыск уже сегодня. Диктатор будет свержен. Куда смогут убежать его приспешники от правосудия? Ответ – никуда. Мы хотим продемонстрировать, что такое механизмы универсальной юрисдикции в действии. Мы объединили команду профессиональных юристов, а также высококвалифицированных специалистов в сфере медиакоммуникаций, чтобы продемонстрировать правовые механизмы, с помощью которых возможно обеспечить правосудие для граждан нашей страны, находящихся в вынужденной эмиграции. Для возбуждения уголовных дел против преступников Народное антикризисное управление продолжает сбор информации, на основании которой станет возможным формировать заявления для подачи в компетентные органы стран, в которых сегодня проживают потерпевшие. Мы ищем белорусов, которые пострадали от пыток и проживают в странах Евросоюза, Великобритании либо США для подачи заявлений о возбуждении уголовных дел в рамках универсальной юрисдикции. Основанием для преследования будет Конвенция против пыток, которая позволяет возбуждать уголовные дела в любой стране, которая ее подписала. В наших силах добиться такого же для организаторов пыток, чьи фамилии нам уже хорошо известны. Международный розыск – это не санкции, которые могут быть отменены в любой момент. Международный розыск невозможно снять до тех пор, пока подозреваемый не будет арестован, не пройдет через открытый судебный процесс и не отбудет положенное наказание. Примером может служить тот факт, что прокуратура США уже возбудила уголовное дело и выдвинула обвинения в отношении людей, виновных в захвате Боинга. Эти люди будут в розыске по всему миру до тех пор, пока не будут арестованы. С заявлением о возбуждении дел в стране своего проживания могут обратиться люди, которые были подвержены пыткам в Беларуси, но сейчас проживают на территории одной из стран, подписавшей Конвенцию против пыток. Потерпевшим не придется оплачивать адвокатов либо перевод документов. Нужна только готовность потратить несколько часов своего времени на беседу с адвокатом и подписать официальное заявление. Свяжитесь с нами, написав в безопасный анонимный бот обратной связи по ссылке в описании видео. НАУ гарантирует полную конфиденциальность поступившей информации. У этих чудовищных преступлений нет срока давности. И наша задача в том числе сделать так, чтобы о неминуемости возмездия помнил каждый, кто запятнал руки кровью мирных белорусов. Ответственность неизбежна. И еще неизвестно, что хуже – арест, суд и приговор или жалкое существование в бегах до конца жизни. Защитить белорусов и в конце концов добиться справедливости – дело принципа для нашей команды и для меня лично. И мы продолжим прилагать для этого все необходимые усилия.